Каждый раз, возвращаясь из других стран в Германию, мы понимаем, что это отличная страна, очень красивая страна, и ее правила нас уже почти не раздражают, потому что порядок – это все-таки сила. Oh, hallo, Frau Staufen. Привет, настоящий момент. Сейчас мы находимся на горе, которая называется Хохенштауфен. Это очень древняя гора в Германии, в регионе Гёпинген. И возвышается она на 684 метра над уровнем моря. И отсюда берет начало род Штауфенов, очень влиятельный род в Германии. Здесь у них был замок на этой горе. От замка мало что осталось, там какие-то развалины. Ну и одна вот девушка, потомок. Романтичная девушка. Да. Мне она очень нравится. Она сидит и все время смотрит в одну Класс. точку. Туда далеко-далеко. Кстати, мы собираемся там тоже побывать. Видишь, еще один замок. Мы совсем недавно приехали из Черногории. У нас еще свежие воспоминания. Мы рассказывали о том, что там можно легко получить ВНЖ. Но, как оказалось, уже сейчас правила меняются. Буквально на днях я нашел видео, что Черногория ужесточает правила получения ВНЖ для тех людей, которые хотят его получить через открытие фирмы. Там добавилась такая опция, нужно иметь нескольких работников. То есть не просто ты открываешь фирму, сам директор и все. Ты должен нанять 3 работников, один из которых должен быть черногорцем. Это уже очень сложно. Ну и ВНЖ по приобретению жилья тоже стало сложнее. Раньше можно было любое жилье купить, и тебе дадут ВНЖ. А сейчас есть уже какая-то сумма, я не знаю, какая точно, и какой-то объем жилья, короче, какие-то требования к этому жилью. Стало сложнее, значит, получить по этой статье ВНЖ. В общем-то, даже если в этих странах усложняется получение вида на жительство для украинцев, вообще для других национальностей, то, в принципе, эти страны как бы нас и перестают интересовать. И мы все пристальнее и пристальнее смотрим на Германию и все больше хотим остаться здесь, потому что на самом деле страна очень хорошая. Здесь и дороги, и транспорт ходит отлично, и все ухожено, и красивые места есть. Я говорю, 2 минуса в Германии пока нахожу, только это много дождей и отсутствие теплого красивого моря. То есть нужно ехать куда-то на море каждый раз. Ну и вот эта вот мрачная погода, которая частенько нас вводит в грусть. А еще страховка большая и налоги. Ну да. Несмотря на то, что здесь большие траты, здесь все-таки и большие зарплаты. И поэтому многие черногорцы, болгары, румыны, албанцы, они не живут в своих странах, а живут здесь. Они же не зря покидают свои прекрасные южные страны с теплым морем. Но сегодня мы хотели вам еще рассказать немножко про печальное для нас. У Германии есть обратная сторона, которая выяснилась вот совсем недавно на опыте приобретения нами билетов, авиабилетов в Черногорию. Мы покупали билеты, мы делали об этом прям видео отдельное о том, что с нас требуют вернуть деньги за отмену этих билетов. Это очень странная история. Мы хотели в этом разобраться, поэтому не возвращали им деньги, потому что считали, что мы не должны. Поскольку по всяким нормальным человеческим правилам они не должны были так за один клик снимать с нас деньги за отмену бронирования. Тем более, что до полета оставалось еще очень много времени, целых 2 недели. Они могли бы эти билеты продать еще 3 раза. И кроме того, в любом интернет-магазине, при любой покупке у тебя есть право отменить, сдать заказ, правильно? То есть так должно функционировать. Но оказалось, что в Германии есть правила, которые поддерживают законодательство. И эти правила очень хитрые. То есть получается, что закон в Германии поддерживает хитрых людей. Как-то так.
Ну, не будем это все Оскорблять, да. оскорблять, да. Мы хотели выяснить, на чьей стороне закон, и поэтому мы обратились в общество по защите прав потребителя в нашей земле, в Баден-Вюртемберг, который находится в Штутгарте. Написали им письмо. Они были очень сильно заняты, поэтому сказали, ответим вам через 4 недели. И действительно ответили. Рассмотрели все документы, которые им прислал. Я прислал им переписку с поставщиком услуг, то есть с сайтом MC Flicked. Они рассмотрели эту переписку и выдали мне результат, свой вердикт. Они сказали, что в данном случае этот сайт прав, потому что у него на сайте там все якобы написано четко, какие действия нужно делать и какие последствия за этими следуют. Но на самом деле я не подтверждаю это, потому что если бы там было все четко написано, то я бы это увидел. Мы неоднократно уже с Ладой бронировали жилье, например, на Booking или на Airbnb. Мы знаем, что когда ты бронируешь там четкое предупреждение, что при бронировании деньги не возвращаются или же возвращаются, если вы оплатите какую-то страховку. То есть там все это четко прописано, и каждый клиент знает, что да, если я сейчас заплачу, я могу потерять эти деньги и все. Здесь же такого не было, здесь это было указано где-то в правилах, где-то на сайте, где-то я должен был сам искать. Не было предупреждения. Не было предупреждения. В общем, не хочу вас сильно грузить этими проблемами, но хочу сказать результат. Оказывается, что люди очень тщательно изучили законодательство Германии, нашли лазейки и пользуются невнимательностью таких пользователей, как я. Ну, мне кажется, что все-таки виноваты они, потому что когда у нас не прошел платеж, они нам не сделали вторую попытку. Мы Да. хотели заплатить, у нас была другая карта, мы могли бы с другой карты заплатить, но они нам не подтвердили. То есть они эту попытку перенесли на сутки. А нам надо было срочно бронировать отель, то есть поэтому мы пошли на другой сайт. Оказалось даже вот в разъяснении этой организации по защите прав потребителя, что даже если бы я не пробовал платить, уже после того, как мне прислали ссылку на платеж, я уже им был должен при отмене. Получается такая ситуация, ни договора, ты нигде не подписываешься, нигде роспись свою не ставишь. Ты вообще можешь быть просто ребенком, который зашел на сайт и вот так побаловался и, допустим, что-то нажал. Да, и ты уже должен. И ты уже должен. Единственное, что перед тем, как это нажать, я там ввел все свои данные, а ребенок этого не смог бы делать. Вот это вот Мало ли принципиальная какие разница. дети есть. Да, в но любом если- случае это неправильно. Если настроено автоматический ввод данных, то это могло бы быть и с ребенком. То есть кто-то поклацал на Да, твоем компьютере, да. там повставлял данные твои, нажал отправить, и все, ты должен денег, хотя ты и не собирался никуда лететь. Это очень странная ситуация, и меня огорчило то, что Что это в Германии, в такой стране, где закон превыше всего. И Да. получается, что закон не на стороне потребителя. и я теперь вынужден буду заплатить 323 евро за отмену бронирования этой компании и еще 50 евро за то, что мы проконсультировались в этом обществе защиты прав потребителей. То есть, по сути дела, мы дважды заплатили за авиабилеты в Тиват, то есть в Черногорию. Слетали так себе. В общем, у нас, по да, дешевке. немножко получилось все очень дорого. Поставьте нам хотя бы лайк. Мы очень хотели показать вам Черногорию. Да, но теперь мы имеем опыт, и нам подсказали, как лучше искать билеты, где лучше бронировать. И теперь в следующий рейс мы летим совсем дешево. Мы уже купили билеты за 200 евро туда и обратно. Это в 2 раза дешевле. И С купили их. учетом того, что мы переплатили, это в 4 раза дешевле. Да. Ну, уже в следующем видео вы узнаете, куда мы летим. И мы летим тоже с целью Да. узнать побольше про эту страну. Можно ли в ней остаться жить, если вдруг в Германии не получится. Опять же, напоминаем, что мы очень хотим остаться в Германии, но вдруг не получится, то всякое может быть. Надо рассматривать другие варианты. У подножия этой горы лежит небольшое село, которое тоже называется Хохенштауфен. И сюда ходят автобусы.
Можно доехать из Гёпингена за 10 минут буквально. Да. Деревни в Германии – это не то же самое, что деревни в других странах. Мы так и не нашли в Германии села, которые были бы заброшены, представляете? Good. Человек едет на велосипеде на гору, а мы на нее пешком еле взошли. Молодец. Молодец. Спускаясь с горы, первый раз в Германии мы попали в грязь. Так непривычно. Смотрите. Вау. Это первый раз в Германии такие грязные ноги. Вот, смотрите, грязюку, мы ее нашли. Обычно в Германии нигде грязи нет, потому что даже в селах есть асфальт. Но обычно как дома. Ты просто походил, можно не разбываться даже в квартире, потому что обувь чистая. А здесь вот уже так. Бедняки, да. Good gemacht. Он снова поехал, этот парень. Видимо, тот же, да? Да. Мы еще не спустились вниз. Это вот все находится на высоте. Немножко ниже, чем вершина. И посмотрите, какие здесь дома. Германия – это страна наоборот. Если в других странах, в селах живут бедняки, ну так скажем, в основном, то здесь в селах живут богачи. Именно миллионеры. Они здесь живут в тишине, подальше от цивилизации, потому что могут себе это позволить. Конечно, какая-то часть населения сел, вот таких деревень, занимается сельским хозяйством, да, но это совсем небольшая часть, где-то 10%. Те люди, которые что-то выращивают, разводят животных, остальные могут позволить себе жить далеко от городов, но при этом работать в городах. Потому что у каждого есть машины, здесь прекрасные дороги. И даже если у тебя нету машины, ты можешь на общественном транспорте доехать, на автобусе, на поездах до любого города на работу. Даже вот отсюда до Гёпингена ехать всего лишь 15 минут на машине, а, скажем, от Гёпингена ехать на поезде 40 минут до Штутгарта. То можно работать и в Штутгарте, живя вот здесь. И это прекрасно, это причина, по которой мы с Ладой не можем найти здесь, в Германии, заброшенных сел. Вот, А мы их очень любим. Да, мы искали, мы как бы хотели полазить, посмотреть, где же заброшки. Мы запросто нашли заброшку в Италии, да, в первом же селе там было очень много домов, которые стояли как руины. Там и крыши у них прохудились, и просто видно, что стоят давно пустые. Здесь такого нет. Бюргеры живут хорошо, ухаживают за домами, села все приличненькие такие. Они, конечно, как бы похожи друг на друга сильно. И они все культурные, красивые и живые. Германия точно не вымирает, точно не в запустении. Это я к тому, что мы с Ладой имеем опыт жизни в украинском селе, в украинском среднем городе и в украинской столице. И мы, в общем-то, посмотрели, как по-разному живут люди в Украине, и пришли к выводу, что в Украине села совсем по-другому живут. Там люди в основном занимаются именно сельским хозяйством, животноводством, выращиванием каких-то культур, продажей этой продукции где-то на рынках. Вот. И только небольшой процент людей заняты, скажем, там в сфере чиновничества, да, там где-то и в школах преподают. Сколько там учителей на то село. И поэтому украинские села сейчас вымирают. Люди едут туда, где можно больше зарабатывать. А немцы не вынуждены ехать и селиться в городах. Они могут ездить на работу отсюда. Мы с Ладой имеем опыт переезда с деревни в средний город. Мы, например, жили в селе 5 лет. Жили в селе, жили в Сумах, это средний небольшой городок, провинция, скажем так, да? Да. И жили в Киеве. В столице, да. А потом еще жили под Киевом. Так что мы имеем знание о том, как это происходит. Почему люди уезжают из сел? Потому что очень много труда надо прикладывать и очень мало получается выхлопа. Ты как бы зарабатываешь себе на еду, но лишнего вообще не получается. Работаешь, ты света Божьего не видишь, но оказывается, что ты просто все проедаешь. То, что заработал, ничего не можешь накопить, ничего не можешь собрать, ничего не можешь купить в итоге. Во всем мире происходит что-то подобное.
Например, вот мы были в Черногории и поняли, что такие страны, как Черногория, Албания, Болгария, Румыния, все люди оттуда стремятся уехать, как из деревни, куда-то в более развитую Так же, страну. как и мы из Сум уехали в Киев Да. за лучшей жизнью. Несмотря на то, что здесь нужно платить больше за аренду жилья, несмотря на все это, здесь остается больше денег на жизнь потом в результате. Поэтому все стекаются сюда. Вот если посмотреть на Европу, то страны Восточной Европы постепенно пустеют. Их население выезжает. Там в Черногории вообще 600 тысяч человек живет, и каждый шестой из них работает где-нибудь в Европе, дальше тут в Германии, Ну во вот как Франции. пример таксист, который нас подвозил, он же 30 лет проработал в Германии. Да. И они, конечно, туда отправляют деньги, поэтому как бы подпитывают экономику своей страны. Но развитие страна такая не получает. То есть может получиться так, что страны Восточной Европы, в которых население уменьшается, они будут как села, которые как села в Украине, которые постепенно вымирают. Но, конечно, страны не могут вымереть совершенно. То есть они будут наполняться другими людьми, приезжими из каких-нибудь стран вроде Индии, Бангладеш, потому что там очень много людей. Поскольку в Европе отрицательная рождаемость, то есть падает рождаемость, уже многие страны перешли рубеж 1,3 ребенка на одну женщину, а это значит, что уже естественным путем возобновить прирост населения не удастся. Поэтому страны такие, как Германия и остальные, они заинтересованы в том, чтобы приезжали иностранцы, ауслендеры типа нас, и здесь работали. То есть мы полезны. Да. Не лично мы, но украинцы, все, кто и албанцы, и черногорцы очень полезны для таких стран, как Германия, Франция, Испания. Потому что уменьшение населения – это проблема. Если население падает, то падает и экономика. То есть нету перспективы у этих стран, то есть у них нету будущего, получается. И переезжать туда, как бы Наверное, не имеет интегрироваться туда нету смысла. То есть гораздо лучше интегрироваться в странах, в которых много, куда люди стекаются, богатые страны. То есть они не зря приглашают людей, беженцев, и помогают им, чтобы они здесь интегрировались. Не зря в нас вложили столько денег. Многие недооценивают эту демографическую проблему, говорят: ой, да вы себе цены не сложите, вот понаехали сюда. Ну, да. На самом деле это огромная проблема. И если государство не заботится о том, чтобы был рост населения, пускай даже за счет приезжих, то это государство постепенно придет в упадок. Все это мы рассказываем к тому, что Германия отличная страна. Здесь правительство беспокоится о том, чтобы было достаточно населения в стране. И Да. в Германии 84 миллиона. Это огромное количество. Но здесь не ощущается перенаселенность. Вообще не ощущается. Вот. То есть уникальность этой страны в том, что она сумела навести порядок. Вот эта идея порядка в Германии, она, в общем-то, суперная. Несмотря на то, Классно. что мы от этого страдаем. Я Мы не лично... привыкли просто. Я лично уже на этой неделе дважды пострадал, потому что парковал машину неправильно. Не то, что я как бы такой упоротый дурак, который специально ставлю машину неправильно. Непослушный. Да. Ну так вышло, просто вот даже если посмотреть на этой улице, да, видите, по этой стороне все машины смотрят в эту сторону, а по другой стороне в другую, ну как по ходу движения, да. И вот я парканулся возле своего дома против хода движения. Я вот так вот заехал и буквально думаю, на полчаса поставлю ее вот так, на встречный. Ну, она же не едет, она просто стоит, думаю, какая разница. Буквально там пошел пообедать. Да. Кстати, во многих странах это все равно. И все, вот на лобовое стекло мне вот такую бумажку прицепили. Я сканирую этот вот QR-код и смотрю, а там 15 евро за то, что не в ту сторону машина смотрит. А второй момент, недавно, буквально сегодня утром, подхожу, снова такая бумажка, уже на 20 евро штраф. Знаете, из-за чего? Из-за того, что там возле моего дома есть погрузочная зона какого-то магазина. Вот, например, магазинчик, видите, да, стоит. И возле него стоит знак такой,
написано, что погрузочная зона работает с 6 утра до 6 вечера. Здесь нельзя парковать. В субботу-воскресенье ночью всегда можно парковать. А я припарковался в воскресенье, потому что не нашел другого места. Просто. Ну, я думал, ладно, утром в понедельник быстренько машину переставлю. Но нет, утром в понедельник я пришел и уже на машине вот эта бумажка, 20 евро штрафа за парковку в запрещенной зоне, то есть в зоне погрузки магазина. Смотри, это любимая твоя тема. Что-то продается. Где? Вот. Ты? Что-то такое продается, что можно купить без продавца. Видите, стоит товар и цены. Просто нужно разобраться, что это. Вот этот пакетик стоит 5 евро. Съедобно это или мне нет? кажется, это какие-то удобрения. Возможно, это удобрение, да. Но в любом случае можно взять этот пакетик, положить деньги и уйти без продавца. Это, скорее всего, корм для овец или что-то такое, или лечебные какашки. Может, это козьи шарики. Посмотрите, это точно, это, наверное, лечебные козьи какашки. Сейчас посмотрим. Ну, таким мы разобрались, что здесь написано. Это все-таки удобрения. Они сделаны из овечьей шерсти, вот эти вот скатанные какие-то удобрения, которые кидают в грунт, и из-за этого растения растут хорошо. Мы здесь даже обнаружили какой-то музей. И бесплатно можно зайти посмотреть каменные статуи. Слушайте, я не ожидал. А это как раз музей семейства Штауфен. Это вот династия этих царей. Да, наверное. Нужно переводить, читать. Но здесь им посвящены все залы истории. Вот так выглядел замок раньше. Хохенштауфен. Посмотрите. Вот на горе вот он так стоял. С таким забором большим, массивным. Настоящие рыцарские латы. Не знаю, можно ли руками трогать. Хочется. Вот такой шлем носили раньше. И такие вот. Железо. Не ржавое. А это монеты. Что удивительно, мы здесь нашли туалет. В селе туалет. Вообще в Германии с туалетами плохо. Нужно пожаловаться на это. Потому что их мало, и они обычно платные. А здесь, смотрите, открытые, бесплатные. Я надеюсь, там никого нету. Вот, писсуары стоят. Есть умывальничек. Салфетки висят. Туалетная бумага там есть, он в специальном таком коробочке. Ну, чистенько, никакого запаха противного нету. Супер. На удивление, вообще супер. В больших городах всегда платно. Недавно я созванивался со своим старинным другом, который сейчас живет в Америке, в штате Аризона.
Он какое-то время в 2004 году жил в Германии здесь и мог бы здесь остаться, но думал, что в Америке лучше, и к тому же у него там мама живет. Она живет уже очень давно, и он решил к ней поехать и попробовать устроиться в Америке со своей женой вместе. Так вот, на днях я с ним говорил, и он разочарован в Америке. Он говорит, что по сравнению с Германией Аризона никуда не годится. Во-первых, устройство самого пространства для жизни отличается сильно. Смотрите, как здесь все плотно настроено, дома, машины, общественный транспорт. Как-то все компактно и по-человечески, я бы так сказал. В Америке есть какой-то другой уклад. Вот это одноэтажная Америка, где вдоль улицы стоят коттеджи, их дома справа и слева. И просто дорога, даже местами без тротуаров. Очень часто нету тротуаров и нету общественного транспорта. Если у тебя нет машины, ты там не можешь никуда поехать, потому что общественный транспорт в основном только в больших городах. Но это не самая большая проблема. Например, ему еще не понравился климат в Аризоне, там летом слишком жарко, долго нельзя находиться на солнце. Ну, много песка, пустыни, там вот этой вот странной такой местности, где мало зелени. И самое плохое, что в последнее время начались проблемы с легальным пребыванием украинцев в Соединенных Штатах. Отменили программу U4U, это как вид на жительство. С этим стало сейчас трудно, и многие украинцы хотят вернуться в Европу. И куда в Европу? В большинстве своем хотят приехать в Германию, опять же. Потому что Германия одна из дружественных стран в этом отношении. Но и здесь есть проблемы. Он рассказал мне, что украинцам нужно быть осторожными, когда они возвращаются в Германию, потому что там есть какой-то прямой рейс во Франкфурт. И вот если ты прилетаешь сюда с украинским паспортом и надеешься, что для украинцев в Европе без виз, то это как бы с одной стороны правильно, с другой стороны, если на таможне, то есть в аэропорту поймут, что ты летишь не транзитом через Германию, куда-то еще, скажем, в Украину или в другую страну, а хочешь приехать и остаться здесь как беженец в Германии, то в данный момент почему-то их отправляют назад. Представьте, ты прилетаешь из Соединенных Штатов, где у тебя из-за выезда из страны прекращается твоя временная защита, там оно называется по-другому, но я просто так говорю. То есть ты уже не имеешь права легально возвращаться в Соединенные Штаты, а тебя здесь не принимают и говорят, все, ты должен лететь обратно, потому что ты незаконно прилетел в Германию. И людей отправляют назад, там они попадают в ситуацию, когда они прилетели в Штаты с нарушением миграционного законодательства, и их садят в миграционную тюрьму до рассмотрения их дела. А это могут быть и месяцы, и до полугода могут пробыть в тюрьме. Я так понимаю, что миграционная тюрьма — это что-то типа лагерей с достаточно строгим режимом, откуда выходить нельзя, но там кормят, содержат, но все равно там же не сладкая жизнь, не рай вообще, и сидеть там с детьми, причем целыми семьями из-за вот нарушения миграционного законодательства штатов вообще не представляется чем-то хорошим. Что надо сделать, чтобы в Германии не отправили назад? Нужно иметь доказательство того, что ты едешь через Германию транзитом, что ты как турист, у тебя есть забронированный отель, может быть билет куда-то еще. Тогда они видят, что ты не собираешься здесь оставаться и пропускают. Но, конечно, ситуация очень странная. Когда я об этом услышал, я не поверил, потому что у украинцев же без виз. Это реально, то есть с украинским паспортом в Европе можно находиться 90 дней, независимо откуда ты приехал. Так должно быть. Но на деле вот такие вещи происходят, поэтому лучше украинцам об этом знать. И многие украинцы сейчас уезжают из Америки. Поэтому я лишний раз убеждаюсь, что мы находимся сейчас в правильном месте. Германия – это именно та страна, в которой можно нормально жить. Причем для людей, которые работают руками, это вообще суперная страна. Здесь именно ценятся такие люди, нужны, и, в общем-то, не стоит ничего другого искать.
Осенняя погода в Германии очень неустойчивая. Внезапно пошел дождь, затянуло небо. Мы решили с мамой немножко перекусить в кафе. Здесь есть кафе, в котором мы знаем очень вкусные пирожные, соленые пирожные, так сказать. Лада решила нас угостить сегодня каким-то вкусным пирогом, который она пробовала раньше. Это соленый пирог. С луком и с салом. Специально для мамы. Потому что ей нельзя сладкое, она у нее диабет. Поэтому, но это пирог очень вкусный. Пробуйте, Ольга Лукинична, скажите как. Сейчас попробую. Все это вместе стоило 20 евро. Вот эти 3 пирога и 3 чая. Я думала, він солодкий. Не, он только Соленый, выглядит. я же вам скажу, лук с салом. Вкусно. Вкусно? Вкусно. Я даже была удивлена, когда мы первый раз попробовали его, что вообще бывает такой вкусный пирог. Пирог стоит 3,20. 3 евро 20 центов одна штучка. Лучше пиццы. Я пиццу не очень люблю. Очень хороший перекус. Нет, это очень... Куда там пицца той? Это очень вкусно. Да, да. И мы рады, что нашли такое. Это как бы не слишком дорого. Одним таким куском можно наесться. Это быстрый перекус. Да. А мы сегодня ничего не ели, снимали и приехали за мамой. Поэтому решили перекусить вот так вот и вам показать, ну, чтобы не быть голодными, потому что мы не доживем до вечера. В предыдущем видео мы рассказывали про парня, который приехал в Германию из Украины. Мы пытались ему помочь остаться здесь, в земле Баден-Вюртемберг, но Баден-Вюртемберг больше не принимает, поэтому он уехал в землю Саксонию. То есть Германия все-таки его взяла, дала ему временную защиту, за что очень большой плюс к Германии еще. Мы в этом видео хвалим Германию, но для того, чтобы все не выглядело так радужно, нужно заметить, что есть и некоторые странные моменты в отношении к Украине вообще и к украинцам. Это полное молчание о нарушении прав человека внутри Украины. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что самой Германии выгодно, чтобы людей оттуда не выпускали, то есть мужчин, чтобы мужчины шли на войну. Наверное, так и есть. И Германия на самом деле не такая уж и ласковая, пушистая. То есть она может быть такой, и для нас сейчас она такая, но я знаю рассказы людей, которые здесь живут уже давно, например, про ситуацию с ковидом, как строго здесь было с людьми, как здесь тоже нарушали права человека запросто. То есть, если нужно, то власть действует так, как ей нужно. И если они захотят, например, всех украинцев отправить на войну, даже тех, которые находятся в Германии, они могут это запросто устроить. Я просто надеюсь, что все-таки они не захотят терять имидж страны, которая провозглашает демократию и права человека выше всяких других ценностей. Это я говорю для того, чтобы люди не думали, что мы ходим тупо в розовых очках и смотрим на все вот таким восторженным взглядом. Мы реалисты, мы не находимся в иллюзии по поводу того, что есть этот мир, Германия. Но эта строгость, она не должна зашкаливать. То есть есть какой-то предел, который, я считаю, сейчас Германия еще не перешла. Поэтому в ней можно жить. И, в общем-то, требования Германии к своим гражданам и к ауслендерам, то есть к приезжим, нормальные. Пока они граничат со здравым смыслом, поэтому мы Германию и хвалим. Сейчас с мамой решили проехать к замку, в котором мы еще не бывали. А здесь по дороге оказалось, мы едем вдоль гольф-полей. Игроков нету, но видно флажки. Тут наверняка богатые люди играют время от времени. Такое желание приезжать. О, а тут асфальт кончается, что ли? Не? Смотри, ничего себе.
Неожиданно. Жесть. Впервые мы заехали по грунтовке в лес. Главное колесо. Там грязь вообще. Это замок необитаемый, наверное. К нему никто не ездит. Через 200 метров Вот он. вы прибудете к месту назначения. Спасибо тебе, дорогой навигатор. А назад как? Вы прибыли к месту назначения. Но главное назад вернуться. Опа. Приват написано, видишь? Ты Это что, частная что? территория. Похоже, у нас сегодня какое-то приключение. Мы приехали к заброшенному замку. Выглядит как заброшенный. Поставили машину тут, в тупиковой дороге. Самое прикольное, что на воротах написано «Приват», но ворота открыты. Приват. Может быть, кто-то живет здесь, может, это частный двор. Вот тут у нас есть небольшая опаска, опасение, что сюда и заходить-то нельзя. Здесь есть домофон. Это, наверное, чьи-то частные владения. Слушала. Нас не штрафанут? Не знаю. Не хотелось бы. Так он выше. Он выше, замок, да, А это приватная территория. наверное. И тут нельзя ходить, типа. То есть тут живут, наверное. Да? Здесь, наверное, живут люди, поэтому, скорее всего, нам лучше тут не ходить. Там машины дальше. Я устала платить штрафы. Пошли. Все, друзья, тут красиво и интересно, но поскольку написано «Приват», Да. мы лучше уйдем от греха подальше, потому что получить штраф в Германии можно за что угодно. Лучше-ка мы поедем на соседнюю гору, если успеем, или просто по селу покатаемся, да, Лад? Да, поехали. Через 600 метров поверните направо. Замечательно. Ну что ж, к 5 часам вечера мы приехали в Бург Штауфенек. Замок, в котором мы когда-то были очень давно. С нашими друзьями заезжали, они нам показывали. Но сами мы сюда еще не заезжали ни разу, поэтому я не нашел к нему сразу дорогу. Я даже не знал, как он называется. Поэтому мы сначала поездили по каким-то заброшенным замкам, а теперь в действующий приехали. Здесь живут люди, здесь отель, здесь ресторан, и даже на вот ту башню можно забраться. Мама, наверное, не заберется. Ну да, там винтовая Там лестница. лифта нет. Лифта нету точно. Вот такой здесь двор. Ну, как обычно, немцы используют эту территорию для проведения всяких мероприятий, фестивалей. Люди сюда заезжают на машинах в ресторанчике посидеть. Это место для богатых немцев. Нам рассказывали, что тут миллионеры. Здесь повсюду вот эти гольф-поля, Очень дорого. потом ресторанчики, в которых Да. они питаются. Как бы на самом деле выглядит не так круто, скромно вроде даже как. Это Немцы- только внешне. Да, Так как и все у немцев. Все вроде бы скромно, но на самом деле бешеные деньги стоят. да, Как да. одежда. Вот они любят одеваться вроде как просто, да? Но качество, допустим, и стоит это все очень-очень дорого.
Отлично, гляньте. Ладно. И он Смотрите, как красиво. Красиво вот это, гляньте. Ну, тут вообще все, смотри, как красота. Лучше, чем в том замке. Там Конечно. Це ж для багатих самок. Дорогой. Осторожно. Залезла, Оля. Вы молодец. Я вами восхищаюсь. Ну так я ж недавно была последнее время. Красота. Красота. Смотри, даже эти самые сковородки. Это что, магазин, наверное? И это ж тут ресторанчики. Это тут терраска такая, наверное. Можно сидеть, пить что-то или есть. Ресторанчик. Я в восторге. Нравится тебе? Мгм. Посмотри, как там красиво. Ольга Лукинична сказала, что сюда надо приезжать с любимым человеком. Очень романтичное Скажите, место. скажите. Я так не скажу, как вы. Да, Говорите. ничего, я уже забыла. Что надо сказать? Короче, сразу романтика, только надо с любимым тут сидеть, кушать, пить. и Так у сразу тебя чувства уже руки романтические. померзли. Так я вообще замерзшая по жизни. Ну идем. Вот с этой смотровой площадки можно посмотреть в подзорную трубу за деньги. Вон там мы ездили. Эти два замка находятся не так-то далеко друг от друга, но подъехать к ним нужно с разных сторон, поэтому мы так долго объезжали. На горе оказалось достаточно холодно, поэтому Лада с мамой пошли в машину уже, а я хочу зайти вот сюда наверх, на эту башню забраться. Насколько я помню, здесь нужно заплатить 1 евро за вход, и там можно со смотровой площадки сверху посмотреть вокруг. Несмотря на то, что темно, я попробую. Вот, смотрите сюда. Захожу в такую пещеру, узкий проход такой. Тут написано 1 евро, нужно бросить. Все, открылось, я пошел. Ух, достаточно высоко, ну и темно здесь на лестнице. Вообще нет никакого освещения. Я уже пришел. Сейчас нажимаем на ручку. Опа. В такое время здесь точно никого не бывает. Смотрите. Вечерняя Германия. Сейчас стою с видом на Гёпинген, Айслинген, Залах. Там в тумане. Вот он двор гостиный. И вот такая вот здесь площадка наверху. Стоит куча антенн. Они используют эту башню для передачи мобильной связи. Тут, наверное, долго и находиться нельзя. Облучение. Может, и нет облучения, я просто предполагаю. Вон в той стороне наш Гайслинген. В этом красивом месте мы с вами и попрощаемся на этот раз. Это было видео из Германии, про Германию. А следующее видео будет из другой страны, которую мы с Ладой хотим посмотреть на предмет того, каково
в ней жить. Мы в этой стране уже однажды были, но были летом. А теперь хотим побывать вот осенью. Всем счастья, здоровья, хорошего настроения. Не болейте, берегите себя. Всем пока.